Привет, друзья! С вами Алексей Стеклов. Сегодня мы находимся в живописнейшем месте в Республике Башкортостан. У нас небольшая остановка. И пока мы здесь отдыхаем от дальней дороги, расскажу вам о двух газовых горелках от компании Следопыт. В силу того, что мы не можем развести костерок на улице, а будем кипятить чай, попьем кофе прямо в автомобиле. Поехали! Я сторонник использования газа всесезонного универсального от компании Следопыт, так как он работает и не создает проблем до температуры минус 20. Начнем с горелки «Маленький костерок». Ее мощность заявлена до 3 кВт, а расход топлива до 145 грамм в час. Поставляется в пластиковом кейсе, прилагается инструкция. Ее, конечно же, мы читать не будем. Кейс брендирован с отверстием для слива конденсата. Внутри находится наша горелка. Вертлюжок раскладной, классический. Корпус алюминиевый анодированный, сопло горелки из нержавейки, а клапанный узел латунный или бронзовый, в любом случае из желтого металла. Используется легко, накручиваем горелку. Как гранату держим за взрыватель и накручиваем корпус. Достоинство этой горелки в том, что можно раскладывать, чтобы ставить достаточно массивные какие-то вещи. Но в нашем случае это будет кофеварочка. И пока я рассказываю о следующей горелке, наш кофе будет кипятиться. Вставляется вот в такой огромной коробке, называется ручное пламя. Прилагается подробная инструкция с техническими характеристиками, какой газ применяется, какие платформы и так далее. Это вот такое вот серьезное устройство. Есть и ветрозащита, и ручка для переноски, достаточно удобно, то есть вы не обожгетесь. Она всегда находится за областью прогрева. И при использовании данного типа горелок я бы рекомендовал использовать адаптер переходной, потому что у него, во-первых, очень широкая площадь опоры, эта горелка достаточно большая, и она имеет минимальную высоту, то есть центр тяжести вашего варочного приспособления будет очень низко. И вся конструкция будет очень устойчивой. Но основной плюс данного переходника, вы, конечно же, поняли, что теперь в варочной конструкции, в варочной системе можно использовать обычные баллоны с танговым зажимом, которые стоят достаточно дешево. Приобрести данные баллоны можно, в принципе, вообще везде, с этим проблем никаких нет, в отличие от 230 граммовых баллонов с резьбовым соединением. И стоят эти баллоны гораздо дешевле. Мощность данной горелки заявлена 1,5 кВт при расходе газа 140 грамм в час. Но давайте сравним размер этих горелочек. И немного непонятно. Данная горелка заявлена 3 кВт при расходе 145, а эта горелка заявлена 1,5 кВт 140 грамм. В чем плюс этой горелки, кроме всего прочего? Она достаточно грузоподъемная. Ее можно нагружать, согласно паспорта, до 5 кг и устанавливать посуду диаметром до 300 мм. Большую горелку ручное пламя я могу рекомендовать автомобилистам, которые уезжают достаточно далеко и не тащат груз на себе, потому что груз достаточно серьезный. И использовать ее я рекомендую в составе с переходником на обычные цанговые баллоны, потому что, во-первых, эти цанговые баллоны очень дешево стоят, их можно купить в любом уголке нашей страны, а кроме этого он позволяет менять использованные баллоны на новые, не снимая еду с вашей горелки. А данную горелку я бы советовал автомобилистам, у которых нет задачи готовить на большие компании в ведрах, но данная горелка очень эффективная на самом деле. И, признаться честно, во время варки кофе мне показалось, что для кофе она слишком мощная, то есть на ней удобно готовить именно еду, именно готовить, жарить что-то, варить, но не так, чтобы что-то подогреть в маленьком объеме. Для этого лучше использовать горелки меньших размеров, с меньшей производительностью, с меньшей мощностью. И напомню, что она раскладывается в широкую платформу, а в составе с адаптером она же позволит построить ту же систему с цанговым баллоном, что и на горелке, которую мы рассмотрели раньше. А учитывая ее эффективность, которая заявлена производителем в 3 кВт, будет очень хорошим решением как для пеших туристов, так и для путешествующих автолюбителей. А на этом, друзья, все. Нескучных вам дорог. Пока.